1943 год. Наконец-то наступил перелом в Великой Отечественной войне. Ценой огромных потерь Красная армия остановила прорыв германских войск и перешла в наступление. Одним из направлений планируемого удара стало правое крыло Калининского фронта. Цель наступательной операции – Невель, крупный транспортный узел, имеющий стратегическое значение. Этот город в Псковской области был своего рода воротами в Прибалтику и Белоруссию. Решающее значение имела внезапность и стремительность действий, задержка могла привести к срыву операции. В 5 часов утра 6 октября началась атака. Через 12 часов ожесточенных боев советские войска взяли город, но теперь его предстояло удержать. Потеряв Невель, а в особенности важную узловую станцию Изотча, гитлеровцы перебросили часть сил из соседних фронтов и перешли в контрнаступление. Эту маленькую хрупкую девушку, упорно сжимавшую гашетку Максима, звали Маншук Маметова. Она не оставила позиции и сражалась одна против роты гитлеровцев. Раненая в голову, стреляла из 3 пулеметов, переползая от одного к другому. В голове пульсировала лишь одна мысль – удержать высоту любой ценой. Настоящим именем девушки было Мансия. Она родилась 23 октября 1922 года в ауле Жаскус Урдинского района Уральской области Киргизской АССР. Она рано лишилась родителей, и ребенка взяли на воспитание родной брат отца Ахмед и его жена Амина. Новые родители 5-летней Мансии, у которых не было своих детей, очень любили девочку, баловали и часто называли ее Маншагым – бусинка, жемчуг. Это ласковое прозвище преобразовалось в имя Маншук, с которым она так и вошла в историю великих дочерей казахского народа. В конце апреля 1932 года приемного отца Маншук, Ахмета Маметова, назначили главным врачом одной из уральских больниц. Мама, Амина, получила должность в отделе образования. Молодые, но уже высококвалифицированные специалисты молодой Казахской республики на вес золота. Поэтому Маметовы были востребованы. Они успешно проработали в Семипалатинске, Мангышлаке, Уральске. Всюду Ахмет Маметов добивался убедительных результатов, снижал уровень заболеваний, останавливал эпидемии, ставил работу медицинских учреждений. В 1934 году Маметовых пригласили на работу в Алма-Ату. В Алма-Ате Ахмет Маметов, к тому времени уже опытный авторитетный врач и отличный руководитель, стал первым директором научно-исследовательского кожно-венерологического института, но врачебную практику не оставлял. Никогда не отказывал в помощи, в особенности детям. В свои поездки по детским учреждениям он всегда брал с собой Маншук. Ахмет сумел воспитать в дочери сострадание, милосердие, дал элементарные навыки по оказанию первой медицинской помощи. Все это не могло не повлиять на выбор профессии Маншук. Все перевернулось в конце 30-х, в жуткий период репрессий. Ахмет Маметов вслед за своими соратниками, одним из первых врачей-казахов, был объявлен врагом народа, арестован и расстрелян в 1938 году. В один миг беззаботный и полный любви мир Маншук рухнул, оставив ее наедине с горем и потерями. Арест отца, косые взгляды соседей делали ее жизнь мучительно невыносимой. Но никакая боль не смогла заставить поверить, что ее отец – враг народа. В этом она была твердо убеждена. После всех этих трагических событий Маншук поступает на рабфак и переезжает в студенческое общежитие. В 1939 году, по завершению учебы на рабфаке, Амина Маметова устраивает Маншук секретарем-машинисткой в Народный комиссариат здравоохранения. И через год девушка, наконец, осуществляет свою мечту и поступает в Алма-Атинский медицинский институт. Перед ее глазами стоял пример служения своему народу. Она мечтала, что будет лечить людей и, возможно, так же, как и отец, станет выдающимся врачом. Но обучение продлится всего 1 год. В 1941 году вышло постановление правительства, отменяющее бесплатное обучение и стипендию студентам. Маншук устраивается вечерним дежурным в Совнарком Казахской ССР.
Днем успешно осваивает премудрости меткой стрельбы в Ос-Авиахиме, готовится к всесоюзному параду физкультурников, который должен был состояться в июле 1941 года в Москве. Но всему этому не суждено было сбыться. Началась война. За 1000 километров от Казахстана шли ожесточенные бои. В начале войны Красная Армия несла большие потери и вынуждена была отступать. Военкоматы штурмовали тысячи добровольцев, среди них была и Маншук. Она несколько раз писала заявление с требованием отправить ее на передовую, но каждый раз получала отказ. Но одно из ее заявлений при содействии секретаря Компартии Казахской ССР по оборонной промышленности Ахмеджана Койшегулова попало в Кремль к Сталину. И он наложил такую резолюцию. Патриотическое заявление Маметовой подлежит удовлетворению. Иосиф Сталин. На фронт Маншук отправилась в составе 100-й отдельной казахской стрелковой бригады, сформированной в Алма-Ате 13 августа 1942 года. По прибытии к месту назначения Маншук определили писарем при штабе, но эта роль была не для нее. Она рвалась на передовую, и, уступив ее настойчивости, Маншук переводит санинструктором. В одном из боев, перевязывая раненого бойца, она заметила, что погиб пулеметчик. Немцы воспользовались затишьем и, поднявшись во весь рост, пошли в атаку. Не раздумывая, Маншук оттащила тело пулеметчика и открыла огонь по гитлеровцам. Атака врага была отбита, а Маншук с того дня твердо решила освоить пулемет. Стрелять метко Маншук научилась еще в Ос-Авиахиме. Осталось разобраться лишь с технической частью. Маншук стала единственной в бригаде девушкой, освоившей мужскую боевую профессию, но далеко не единственной на фронте. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Утром 15 октября 1943 года главный контрудар противника пришелся по позициям 100-й стрелковой бригады Калининского фронта. 3 пулеметных расчета, в том числе и Маншук Маметовой, закрепившись на господствующей высоте, срывали раз за разом атаки врага на своем участке. В очередной раз, откатившись от высоты, занятой нашими пулеметчиками, немцы накрыли позицию минометным огнем. Разорвавшаяся рядом мина опрокинула пулемет Маншук. Раненая осколком в голову, она на какое-то мгновение потеряла сознание. Придя в себя, Маншук увидела вражеских солдат, идущих в атаку. И вновь застучал ее Максим. В полубоя девушка не сразу поняла, что на высоте она осталась одна. Пулеметы ее товарищей замолчали. В распоряжении Маншук осталось 3 пулемета, и она, переползая от одного к другому, поочередно вела губительный огонь по противнику. В этом бою она уничтожила 72 гитлеровца. Из воспоминаний младшего лейтенанта Болата Ахмеджанова. «У нас было много потерь. Оставив позиции, мы вынуждены были отойти. На пути отступления увидел Маншук, которая одна вела бой, имея ранение в голову, но ловко переставляла пулеметы погибших. Мы просили ее уйти с нами. Она ответила: «Идите сами, если я уйду, кто будет вас прикрывать?» И продолжила стрельбу. Мы ушли. Через некоторое время все утихло. Мы, посмотрев друг на друга, поняли – все кончено. Вспоминая об этом, я хочу сказать, если бы Маншук не прикрывала нас отступающих, то мы не остались бы в живых. Своей жизнью мы обязаны Маншук. После боя ее нашли истекшей кровью от ранения в голову, крепкой хваткой сжимавшей гашетку своего Максима. До своего 21-го дня рождения Маншук не дожила всего 8 дней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Маншук первоначально была похоронена в деревне Новое Заиванье Невельского района. Перезахоронена в братской могиле в городе Невель Псковской области. Сегодня о мужестве легендарной девушки из Казахстана знает весь мир. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!